Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о тех гортензиях, которые растут у меня в саду. Это метельчатые гортензии. Каждая из этих сортов имеет свои определенные достоинства, определенную красоту. И начинаем мы с вами с гортензии Пинки-Винки. Этой гортензии третий год. Но посмотрите, какие мощные соцветия она нарастила. Огромные. Такой заостренная верхушка у гортензии. Выглядит она вот таким образом на конец сентября месяца. Идем дальше. Должна вам сказать, все гортензии я обрезала в этом году очень низко. Зацвели они очень поздно у меня. Посмотрите, это гортензия Фрайс Мельба, о которой я уже рассказывала. Здесь у меня растет гортензия Silver Dollar. Вот, посмотрите, какие у нее крупные соцветия, очень плотно набитые, крупные сами цветочки в соцветии. Дает большое количество соцветий и обильно цветет. Следующая гортензия, которая тоже была срезана, это гортензия Great Star. Соцветия у нее отличаются от всех остальных. Вот такие пропеллеры образуют большие. Но соцветия, конечно, не плотно набитые. Куст высокорослый. Так, здесь у нас гортензия Magical Moonlight. Она растет на полном солнце, поэтому она уже солнечными лучами немножечко вот изменила свою окраску, порыжела. Тоже красивая гортензия, цветочки у нее тоже достаточно крупные и плотно набитые, но верхушка у нее более рыхлая. Так, это гортензия Коктейль. Очень красивая растение. Вначале она такого белого цвета, насыщенно белого цвета, затем начинает розоветь и сохраняет затем такой лаймовый цвет, лаймовую окраску. Гортензия очень красивая. Кусты, которые растут у меня здесь, они приблизительно одинакового размера. Вот, посмотрите, какой насыщенный цвет, очень интересный. Такая окантовочка имеется. Так, это гортензия Фантом. Она очень хорошо сохраняет свою окраску. И, на мой взгляд, она розовеет позже остальных. Вот давайте посмотрим, как выглядит соцветие. Тоже уже появилась вот эта рыжота у нее, но соцветие не такое плотно набитое, соцветие ажурное, но очень красивое. Имеет темно-зеленую такую листву. Считаю, что гортензия достойная. Видите, новые соцветия дает. Вот как она выглядит, допустим, в начале цветения. Такая ярко-белые цветочки. Так, это гортензия Diamond Rouge. Я не знаю причину, по которой она у меня невысокая. Это гортензия сантиметров, наверное, 80-90. Но должна вам сказать, что она не рыжеет практически. От солнечных лучей она не рыжеет. Она сразу зацвела раньше всех. И постепенно начала превращаться вначале в розовую гортензию, а затем в гортензию винного цвета.
И свой цвет она держит достаточно долго. Идем дальше. Это гортензия. Называется Pink Lady. Соцветия у нее большие. Сами цветочки у нее тоже крупные. Смотрите. Ну, конец осени. Начинаются у нас уже дожди в Беларуси. Конечно же, она поменяла свою окраску. Вот очень быстро желтеет Pink Diamond. Видите, листва уже у нее желтая. И вот так выглядит соцветие Pink Diamond. Вообще в начале цветения эта гортензия красивая. Она имеет яркие, такие насыщенные, белые, очень хорошо заметные цветы. Вот. Считаю, гортензия тоже красивая, крупные листья у нее. Вот. Ничем она не повреждается, эта гортензия. Но имеет вот такой вот рыхловатый куст. Это гортензия Magical Flame. Раньше всех она сбрасывает листву, раньше всех она пожелтела. Вот так выглядит у нее соцветие. Соцветие небольшое. Вот, посмотрите, в сравнении с моей рукой, ну, тоже такое рыхлое. И выдает новые белые цветочки. Так, идем дальше. Да, кстати, вот здесь вот у меня растет тоже Pink Lady. Посмотрите, здесь соцветие большое. Большое, на 1,5 моей ладони. Там, где тенек, соцветия такие белые, еле-еле-еле порозовевшие. И очень крупные цветы по сравнению с той, которую я вам показывала. Здесь у меня растет гортензия Бобо. Она маленькая, невысокая, миниатюрное растение, но соцветия у нее огромные. Смотрите, какие шапки красивые. Вначале тоже белые, затем превращается в розово-лаймовую. И достаточно такие цветочки у нее не крупные, мелкие цветки. Вот как она выглядит у меня. Смотрите. Вот это гортензия малышка. Я ее купила в этом году. Купила у человека, который занимается разведением гортензий, то есть не в интернет-магазине. Это Little Lime. Очень красивая гортензия. Было всего 3 маленьких побега. Вот. Растет она у меня в полутени. Посадила ее пока здесь временно, но думаю, что ее надо будет пересаживать, потому что здесь ей все-таки солнца маловато. Очень интересную окантовку имеет. Посмотрите, цветочек лаймовый, окантовочка такая, ну, как бы расплывчатая, розовая, тоже с винными такими оттенками. А это гортензия Limelight. Растет она у меня под виноградом в полутени. И посмотрите свою лаймовую окраску. Она поэтому удерживает достаточно длительный период времени. Куст очень большой такой. Вот, посмотрите, какая красавица. Плотно набитое соцветие имеет. И несмотря на то, что растет в тени, в полутени, все-таки я считаю, что это, ну, как бы для нее очень хорошо, потому что она не выгорает. И практически нет у нее вот этих рыжих оттенков. Вот она. Там, где больше попадает солнышко, она начинает розоветь. Вот такая вот красавица. Вот эта часть, видите, у меня находится на солнце.
Эту гортензию я купила в этом году, вот где-то, наверное, в середине лета. Это гортензия метельчатая, называется Summer Love. Вот какая красотка, с какими крупными цветами. Посмотрите, начала я ее черенковать, эту гортензию. Вот, первый год она у меня растет. Тоже в первой половине дня она на солнышке находится. И затем уже попадает в полутень. А вот это у нее соцветие. Видите, какое ярко насыщенное. Крупные цветы. Очень красивая гортензия. Листья темно-зеленые. Красивая. Можете себе представить, когда она подрастет, какую красоту она выдаст. Так, здесь у меня растет гортензия Skyfall, тоже этого года. У нее очень такие интересные цветочки. Как бы, во-первых, крупные, во-вторых, они как бы такие чуть-чуть перекрученные. 2 побега она дала. Вот, какая красавица. Здесь растет полярный медведь рядышком, о котором я вам рассказывала. Так, с этой стороны познакомлю вас с гортензией метельчатой. Тоже в этом году купленная. Вот как она выглядит. Это гортензия Indian Summer. Цветочки у нее очень интересно расположены. Верхушка белая и цветочки такие мелковатые. А здесь у нее цветы такого сразу винного цвета становятся и покрупнее. Сейчас она приблизительно достигла где-то размера сантиметров 65, наверное. Так, здесь рядышком находится граффити, но не успеет он зацвести. Посмотрите, тоже выдал 1 побег. Очень долго как-то он не мог пойти в рост. Вот, обрезала его. Это гортензия Пинкачу. Растет тоже в полутени. Вот никак она тоже не может пойти в рост. Почему-то вот сидит она с 2 этими побегами, несмотря на то, что я и обрезала ее побеги. И почва для нее благоприятная. Так, идем дальше. Так, это Vanilla Fries. Vanilla Fries. Но должна вам сказать, когда она у меня росла в другом месте, она выдавала большее соцветие. Но все равно сформирована на штамбе, на невысоком. Тут 2 штамбика. Вот. Очень красивая гортензия. Здесь растет у меня гортензия Самарская Лидия, о которой я вам рассказывала. Очень красивая, интересная гортензия. Винную окраску имеет. Вот. Смотрите, какая красавица. Внутри такая она сливочная, такого лаймового цвета. Соцветие тоже достаточно крупное. Саженец посажен недавно. Здесь у меня растет гортензия Candlelight. Соцветия у нее крупные, большие. Она вначале белого цвета, затем такой немножечко сливочный. Всегда сохраняет светлую верхушку. Тоже очень красивая. Такая интересная гортензия. Здесь у меня растет гортензия Мохито.
ей, этой гортензии, 2-й год, но соцветие у нее просто великолепное. Я любуюсь этой гортензией, посмотрите, ее просто даже вот не разобрать, не, как бы не пробиться в нее, настолько они плотные. Растет она у меня большую часть дня на солнце, но, как другие гортензии, она вообще не выгорает. Чуть-чуть поменяла окраску. Вот в течение всего сезона, с начала практически цветения, она вот такая, видите, сливочный цвет имеет. Возможно, камера не совсем передает, а затем превращается вот в такую красавицу. Очень красивая, устойчивая гортензия, хорошо держит свои побеги, не подвержена ни дождю, ни солнечным лучам. Так, это гортензия Sunday Fries. Тоже растет она у меня вот 2-й год, но соцветия выдала, вы видите, какие. Вначале они белые, тоже она на солнце и от дождя не буреет и сохраняет свою вот такую красивую окраску. Здесь недавно я купила Red Wims Red, но она не зацвела у меня, цветов не было. Покупала ее в питомнике. Вот, и здесь рядышком гортензия Геркулес. Имеет тоже такие крупные соцветия, но несмотря на то, что она у меня посажена тоже, вот растет 2-й год, соцветия выдала достаточно крупные. Здесь посажена гортензия Тардива. Это достаточно старый куст. Вот. Хорошо наращивает зеленую массу. Вот это прирост этого года. Посмотрите, здесь она вот не цвела с этой стороны. Тоже гортензия интересная, с длинными соцветиями, с высокими соцветиями. Вот они. И здесь гортензия, которую я вам раньше часто показывала, это White Lady. Очень интересная высота куста, где-то около 2,5 метров. Красивая гортензия, цветов много. Вот. Я ее сильно не обрезала, потому что она у меня сформирована на таком штамбе. Гортензия уже старая. Вот такие гортензии растут у меня в саду. Приобретаю новые какие-то сорта, черенкую их. В общем, очень люблю эти растения и советую вам их тоже посадить у себя на даче.